Привет, с вами Андрей. Ну что, друзья, товарищи, наша поездка в Хорватию заканчивается. Мы сегодня держим курс на Австрию через Словению, но отпуск еще не заканчивается. Будем 2 дня в Австрии, так что посмотрим горы, красивые пейзажи и, конечно, если повезет, пару замков-то точно надо посетить, потому что в Австрии, в Словении много замков, и этим надо воспользоваться. Проходим границу. Все, мы проехали, теперь мы уже в Словении. Едем дальше. Мы сейчас проезжаем город Копер. Навигатор показал, там произошла авария на автомагистрали, плюс 2 часа. И я быстренько перестроился на телефон. И мы вот через вот эти горы объезжаем аварию вдоль побережья, да. И я думаю, что здесь небольшая будет пробка, может минут на 20, так как скоро будет въезд на автомагистраль. Но это лучше, чем стоять 2 часа на автомагистрали, потому что там сейчас вообще движения нет. Ну что, пробка кончилась, мы хорошо ее объехали, это повезло нам, мы потеряли всего лишь 30 минут. Сейчас находимся город Копер, заехали на заправку, надо немножко подзаправиться. Стоимость дизеля 1 евро 52 цента, так что и потом можно спокойно газ на полную автомагистраль и до Австрии. Ну вот, ребята, мы сейчас остановились на паузу, так как граница скоро будет с Австрией. Здесь сейчас небольшая пробка, так, на час. И стоят вот машины, которые едут, они все пока стоят. Как оказалось, причина такой большой пробки — это туннель. Сейчас начнется туннель, и нужно купить билет. Хотя касс много, но очередь большая. Мы практически доехали до кассы. На все про все нам понадобилось 6,5 часов вместо 3. Вот мы сейчас купим билет и сможем спокойно ехать дальше. Ну что вам скажу, доехали до гостиницы, где будем сегодня ночевать. Сегодня было столько дел запланировано, ребята, вот так жалко, но мы пропустили все наши экскурсии, все наши запланированные вылазки, скажем так, потому что там с Хорватии до Австрии ехать всего лишь было 3 часа. Мы выехали 8:30 утра, чтобы хотя бы к обеду приехать сюда, и у нас было бы время походить и поездить, посмотреть. В итоге время 6 часов, мы только доехали до гостиницы. Вы представляете, мы с 8:30 до 6 ехали. А пробка ужасная. Почему пробка образовалась? Сначала думал, это контроль на границе. Нет, это перед туннелем, когда ты выезжаешь со Словении в Австрию, есть туннели. Там я уже снимал видео, вы, наверное, посмотрите перед этим. Там кассы стоят, и надо на кассе заплатить за проезд. И вот из-за этого образовалась не километровая, а там, наверное, на десятки километров пробка. Это вообще, это шок, ребят. Короче, сегодня вряд ли что успеем посмотреть, но я не знаю, как по времени. Сейчас первое, то, что мы сделаем, мои девчата положат вещи, едем в ресторан, кушаем. Я нахожусь в одном небольшом городке, и здесь есть руины старого замка, который был построен в начале 1029 году, строили 26 лет. Ё-моё,
а доска треснула. Ну что, ребята, представляю вам руины старинного замка. Деревянный мост, уже второй. Средневековый замок, даже средние, не то что средние века, это уже ранние века, 1029, строился 26 лет. И то, что от него осталось, сейчас я покажу. Вопрос остается открытым, почему замок построен высоко в горах, труднодоступных горах. То есть на машине я ехал минут 15, чтобы добраться до него. Вид отличный, но он не практичный, этот замок, потому что добираться очень тяжело. Это сейчас по дороге, а когда он строился, тогда таких дорог не было. Тут стоит, что 30 лет его строили. Конечно, может быть, не оригинальные стены остались, но вот кто-то косит, смотрит за замком. Трава скошена, и можно внутрь пройти, посмотреть остатки стен. Можно предположить, что в начале 1000-х годов, когда постоянные набеги были, здесь постоянно набегали славянские племена, да, ребята, они здесь тоже были, то как раз из этого замка или из этого укрытия можно было наблюдать всю картину, что происходило внизу, и вовремя предупреждать своих соплеменников, если, допустим, где-то внизу находилось поселение. Ну что, я спускаюсь уже с замка, так как солнце быстро садится, надо успеть еще с горы спуститься. Раз мост деревянный, сейчас будет второй мост, он немножко такой потрескивает, страшно идти, ну, надеюсь, выдержит. Наконец-то мы все свои дела сделали, поужинали в ресторане. Сейчас приехали в отель, вот позади меня отель в таком в баварском стиле. Вид отличный, мы находимся на возвышении, сам городок находится внизу. Добираться, конечно, не так просто, потому что привыкший к равнине, здесь горы. Пока доехал, узкая дорога и немножко непривычно. Потому что ты в гору едешь, потом раз, еще надо круче ехать. Но интересно. Прямо рядом с отелем находится старая церковь. Действительно очень старая, потому что, ну, судя по дверям, это, наверное, не 1 век. Сейчас вам покажу. Вход в церковь. Посмотрите, сама дверь какая. Вот эти узоры, это вообще откуда? Это же не от этой церкви.
Как будто их прилепили просто, где-то нашли камни старые и сюда скобами прилепили. Или все-таки это от этой церкви. Интересно. Но больше таких рисунков не вижу. Вам не напоминают вот эти рисунки ничего? Кто увлекается историей, что они где-то уже были. Ну что, ребята, сейчас сижу, капучино пью, наконец-то получил вкусный капучино. Просто до этого получилось так, что мы ехали когда в отель, я заехал на заправку, думал капучино взять, стаканчик с собой. Ну и все, захожу, говорю, у меня один капучино. Меня так посмотрели, говорят, да, вообще-то у нас сейчас автомат, который делает капучино на чистке, типа вы как бы знаете меру или 7 часов, у них постоянно, как будто я местный должен знать, что 7 часов автомат делает чистку. Я говорю, ну окей, без проблем. Просто не привык, когда приезжаешь на заправку, там даже кофе нет. Ну вот австрийцы, они живут по своим таким правилам. Допустим, хотели мы в магазин заехать за водой, минералку взять. Время часов 6 было. Все магазины закрыты. Вы представляете, в субботу магазины работают до 6 вечера. Мы уже отвыкли, потому что в Германии работают магазины, как правило, до 9. Есть некоторые до 10. Эти соседями, немножко уже другие уклады жизни в Австрии.